Приветствую всех на моем канале Петельки из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. Вот таким симпатичным узором я хочу сегодня с вами поделиться. Но вначале немножко небольшое отступление. Значит, я сейчас нахожусь в поиске, и у меня в перспективе я хочу связать 3 изделия для девочек. Значит, возраст девочек 8, 9 и 12 лет. Это мои внучки. Значит, кто следит за мой канал, знает, что эти девочки живут у меня в Австралии. Вижу их редко. Вот. Но в этом году, в апреле, они приедут ко мне в гости. И поэтому я хочу успеть до апреля связать 3 изделия. И вот сейчас как раз нахожусь в поисках, что связать. Может, это будет джемпер, может, это будет кофточка на пуговицах, какой-нибудь оверсайз, я не знаю, я пока думаю. И вот такой узор попался мне, и я его нахожу очень симпатичным, именно для девочки. Я думаю, что я его использую, и поэтому я хочу поделиться этим узором с вами. Его можно вязать как по кругу, так и поворотным вязанием. Поэтому сейчас мы с вами свяжем поворотным вязанием один раппорт, а схему для вязания по кругу я вам тоже дам, и вы сможете его использовать. Значит, раппорт этого узора всего 8 петель и 12 рядов. Вот я вязала здесь, вот у меня образец связан на 4 раппорта. И когда вы вяжете большое количество раппортов, конечно, удобнее развесить маркеры, и вам будет самим удобнее, вы не будете путаться. Значит, когда вы вяжете по поворотным вязаниям, значит, идет раппорты, и в конце, после последнего маркера, 1 петля для симметрии, и потом плюс 2 кромочные. Значит, здесь начинается просто с кромочной и 8 петель, здесь заканчивается 8 петель, 1 для симметрии и плюс кромочная. И как мы будем вязать, сейчас я буду показывать по одному раппорту, я не буду показывать все. Значит, вот такая схема сразу, чтобы вам было о чем говорить, да. Вот это первая схема у меня по вязанию по поворотным вязаниям. И значит, мы начинаем первый ряд. Значит, я вяжу кромочную. Я схему вам потом дам, мне так удобнее, чтобы мне самой будет вязать, да. Значит, первое, мы кромочную мы снимаем, и потом мы вяжем так: 1 лицевая петля, потом мы делаем накид и 2 петельки вместе с наклоном влево. Для этого я меняю у них стеночки и провязываю их вместе, вот так 2 петельки вместе. Потом мы вяжем 3 лицевых, 1, 2, 3 лицевых. Теперь 2 петельки вместе с наклоном вправо. Так как я вяжу классикой, я менять стенки в данном случае не буду. При наклоне влево надо поменять стенки, при наклоне вправо я просто провязываю 2 петельки вместе и делаю накид. Вот этот раппорт мы провязали первый ряд. Сейчас я довяжу все остальные до конца ряда и встретимся с вами во втором ряду. Вот я подхожу к концу второго, то есть первого ряда, опять провязываю 2 петельки вместе в конце раппорта, накид. И вот эта петля для симметрии, она в первом ряду вяжется лицевой, кромочная, и мы разворачиваемся. Теперь второй ряд. Второй ряд вяжется очень легко. Мы вяжем все петли изнаночные и накиды, и те петли, которые мы вязали вместе, 2, просто все петли вяжутся изнаночными. Третий ряд. Кромочную мы снимаем. Теперь вяжем 2 лицевых, делаем накид и 2 петельки вместе с наклоном вправо, лицевую, 2 петли вместе с наклоном влево. Для этого меняем с вами стеночки, делаем накид и провязываем лицевую. Вот это раппорт, третий ряд.
4 ряд кромочный мы снимаем, петля для симметрии вяжется лицевой, и дальше начинается раппорт. Раппорт 2 лицевых, 3 изнаночных, и 3 лицевых. Опять 2 лицевых, 3 изнаночных, и 3 лицевых. Очень легко запомнить, да? 2 лицевых, 3 изнаночных, 3 лицевых, 2 лицевых, 3 изнаночных, 3 лицевых. Это у нас был 4 ряд. Так, 5 и 6 ряд вяжется так, как смотрятся петельки у нас. Значит, смотрите, здесь у меня видно, что это 3 лицевых, то есть 3 изнаночных, 3 лицевых, 2 изнаночных. Это 5 ряд. И 6 вы развернетесь, и также вяжется так же, как смотрятся ваши петельки. Значит, 5 и 6 ряд очень легко. 7 ряд кромочную мы снимаем, 2 лицевых, 2 петельки с наклоном вправо, просто провязываю 2 вместе лицевых, делаю накид, лицевая, теперь опять накид и 2 вместе с наклоном влево и лицевая. Это у нас с вами 7 ряд. 8 ряд. 8 ряд, все петли вяжутся изнаночными. Девятый ряд кромочную мы снимаем, лицевая, потом 2 петли вместе с наклоном влево, для этого меняем стенки, делаем накид, потом 3 лицевых, накид и 2 петельки вместе с наклоном вправо. Вот это раппорт 9 ряда. 10 ряд кромочную провязываем, 1 петля изнаночная, та, которая для симметрии, и начинается наш раппорт. Изнаночная, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5 и 2 изнаночных. Опять изнаночная, 5 лицевых, 2, 3, 4, 5 и 2 изнаночных. Это 10 ряд. Так, 11 ряд. 11 и 12 ряд мы вяжем так, как у нас смотрятся петли. Вот смотрите, 11 ряд, 2 лицевых и 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5 и 1 лицевая. Дальше опять 2 лицевых, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5 и лицевая. Это 11 ряд. Последний 12 ряд нашего раппорта опять так, как смотрится с петельками. Изнаночная 1, 5 лицевых, 2, 3, 4, 5 и 2 изнаночных. 5 раппорт. Изнаночная, 5 лицевых, 5 и 2 изнаночных. Это был последний ряд нашего раппорта. Ну вот, мы провязали вместе еще один раппорт. Я думаю, что узор несложный, да. Единственное, немножко надо быть внимательным, но если вот повесите маркеры, будет все очень удобно, да. Значит, кому понравился этот узор, пожалуйста, возьмите себе на вооружение. Я вам сейчас дам схемы. Вот эта схема для поворотного вязания. Здесь условное обозначение у меня: лицевая, изнаночная, накид, 2 вместе с наклоном влево и 2 вместе с наклоном вправо. Значит, это схема для поворотного вязания. По краям кромочные, здесь 1 для симметрии петля и 8 петель наш раппорт.
Первый ряд вяжется с этой стороны, читаете схему, то есть четные ряды, наоборот, с этой стороны смотрите и читаете схему. Вторая схема для вязания по кругу. Здесь все понятно, начинается с первой петли и первый ряд, второй ряд, третий, четвертый и так далее. А на сегодня все. С вами была Светлана. Пока-пока. До новых встреч.